Пламенный привет подписчикам и гостям канала. В этом видео я расскажу об оригинальной технологии изготовления сменных набоек для дамских туфель. Как известно, большинство фабричных набоек снабжено стыковочным узлом, состоящим из стальных штырьков и отверстий в каблуках. Такая конструкция узла позволяет производить замену набоек с помощью самого простого инструмента. Но найти подходящие набойки чаще всего не удается, поэтому сапожники вырезают их из листового полиуретана, а затем приклеивают и прибивают к каблукам. Что же касается фабричного стыковочного узла, то его просто игнорируют и в лучшем случае забивают в него деревянные чопики. У традиционного метода замены набоек есть несколько недостатков, но самый главный из них – невозможность оперативной замены набоек с помощью подручных средств. Предложенная же технология позволяет изготавливать набойки впрок и менять их по мере необходимости. Для изготовления набоек мы тоже будем использовать листовой полиуретан. Этот кусок я приобрел на местном рынке за $2.20. Фиксаторы можно использовать фабричные, позаимствованные у изношенных набоек. Правда, фиксаторы с круглыми шляпками придется доработать надфилем, выпилив что-то наподобие крестика. Это облегчит внедрение головки фиксатора в тело полиуретанового листа. На представленном чертеже изображены нехитрые приспособления для вплавления фиксаторов в тело полиуретанового листа. Оправки, обозначенные цифрами 1 и 3, изготовлены из медных жал от паяльников, а цифрой 2 – из фольгированного стеклотекстолита. Цилиндрические оправки имеют диаметр 6 и 8 мм, а плоская оправка – толщину 1,5 мм. Приступим к изготовлению набоек. Сначала изготовим бумажный шаблон, по которому будем размечать контур заготовки и места установки стальных штырьков. Фиксируем листок бумаги на каблуке с помощью двухсторонней клейкой ленты. Обводим каблук по периметру карандашом. Протыкаем бумагу в местах расположения фиксаторов каким-нибудь предметом конической формы. Для каждого каблука изготавливаем индивидуальный шаблон. Вырезаем шаблон строго по разметке. Фиксируем шаблон на листе полиуретана. Размечаем полиуретан по шаблону фломастером, проведя контур и разметив места расположения фиксаторов. Удалив шаблон, проводим осевые линии через будущие места расположения фиксаторов. Это поможет более точно позиционировать фиксаторы. Набойки вырезаем по разметке, с небольшим запасом на обработку, любым удобным для вас способом. Я было попробовал это делать ножом, но лезвие испытывало слишком большое трение. Чтобы снизить трение, приходилось перегибать полиуретан на деревянном бруске. Резать же ножницами оказалось куда удобнее и быстрее. Проверяем глубину погружения фиксатора в тело полиуретана. Если глубина велика, то регулируем размер с помощью шайб или гаек. Если глубина мала, то придется сточить край оправки. Для улучшения передачи тепла от оправки к фиксатору заполняем отверстие оправки припоем примерно на 1/3. Вплавляем поочередно фиксаторы, следя за их позицией относительно осевых линий. Охлаждаем место вплавления фиксатора и сам фиксатор водой.
Армируем места крепления фиксаторов с помощью оплетки экранированного провода и латунной шайбы. Складываем пополам оплетку, если переплетение редкое, и нанизываем на фиксатор. Сверху надеваем латунную шайбу и прижимаем все это паяльником с широкой оправкой. Когда оплетка вплавится в полиуретан, прижимаем латунную шайбу пинцетом и удаляем паяльник. Охлаждаем место соединения водой. Выступающие части оплетки заделываем паяльником с плоским жалом. Вбиваем набойку в каблук, используя сапожную лапу, если она, конечно, у вас имеется. Я же использую обыкновенный стальной брусок. Доводим размер набойки до нормы с помощью наждачного круга. Чтобы случайно не повредить декоративную отделку каблука, защищаем каблук полоской жести от консервной банки. Вот что у нас получилось. Дополнительную информацию по этой теме можно найти, пройдя по ссылке в описании ролика. Спасибо за внимание и творческих вам успехов в сапожном ремесле.